Добрый день. Сегодня вот так вот утром еду на работу в 5 часов. Мне полиция. Открой, говорит, окошко. Полицейский разбудил. Сейчас расскажу. Ну как разбудил? Получилось так-то, что выехал, стекло лобовое у меня было чуть-чуть замерзшее. Ну, чуть-чуть больше, чем надо было бы, и это им не понравилось. У нас, короче, в Германии есть такой даже закон, ну, то есть там выехал, чтобы у тебя стекло лобовое было не замерзшее, чтобы ты его очистил от льда, потом можешь ехать. Даже за это штраф есть. Мне сказали на работе так, ну, евриков 20 штраф. Но даже дело не в этом. Короче, факт остается тем, то, что я поехал, и автомобиль был, как бы, ночевал не в гараже, а перед гаражом, и, соответственно, лобовое стекло наполовину прям покрылось такой корочкой льда. В моем, вот где я вижу вот этот вот мое поле зрения на лобовом стекле было как бы не замерзшее. А вот правая сторона, где сидит сидит как бы штурман иногда, пассажир, оно было замерзшее, прям процентов на 80 точно, минимум. И получается такая тема. В городе на перекрестке я поворачиваю направо, и куда я поворачиваю, в этой улице стоит налево поворачивающий такой бусик с полицейскими. Два полицейских, они поворачивают, ну и, соответственно, что они делают? Они все время наблюдают, ну, за окружающей средой, кто как передвигается, в каком состоянии, ну, есть смысл останавливать или нет. А тут поворачиваю я, и у меня половина лобового стекла подзамерзшая, прям вот, супер. Как бы, ну, я, когда это увидел, уже, ну, как бы поздно было, они меня это видят уже, то есть я поворачиваю, и у них, получается, у нас сейчас полицейских последние лет 10 сверху на мигалке тоже поворотник есть. То есть, как бы, что там скорая помощь машина, полицейские, пожарка, видно их издалека, потому что у них поворотник дублируется еще сверху на мигалке. И тем самым я поворачиваю, перед ними такой весь. Но они там меня не видели толком. Ну, я смотрю, такой поворачиваю, начинаю омывателем дворников раз, мыть стекло, оно тает. Смотрю в зеркало заднего вида. Этот, получается, бусик, они на Мерседесе были, разворачиваются и за мной. Ну, как бы не совсем за мной, они так быстренько догнали меня. Справа подъезжает, я сижу, налево стою, на следующем перекрестке налево. Смотрю на светофор, он сигналит. Я поворачиваю голову, он такой, типа, ну, окошко открой. Я такой, открываю окошко, он такой, там, доброе утро, такой, представился, там, да, полицейский, там, комиссар, короче, комиссар полиции, там, такой-то, фамилию сейчас говорить не буду, но такой, где-то в моем примерно возрасте, тоже так, похоже, все, бородка, это усы. Он такой, говорит, ну, ты же в курсе, что, типа, замерзшим стеклом ездить нельзя? Я такой, ну да, говорю, там чуть-чуть осталось. А когда они за мной развернулись ехать, я дворником, омывателем начал мыть. Жидкость омывающая для лобового стекла у меня залитая очень мощная, там концентрат. В принципе, у меня лед растаял там за секунды. Почему я это поленился сделать еще возле гаража, не могу ответить. Наверное, я еще спал наполовину. Бывают и такие дни. И, короче, он, ну, такой, вроде бы как серьезно, потом такой с улыбочкой. Я ему говорю, так оставить, говорю, чуть-чуть вот сверху, говорю, буквально, она уже вот дворником только раз, говорю, вот, как бы, они уже когда подъехали, уже как бы лобовое было оттаившее. Ну, такой, вроде бы как сказал, потом такой, ну, типа, ладно, давай, короче, да, и все, как бы, я такой, да, говорю, ну, все, признаю, если бы я начал там сейчас что-то дерзить или что, короче, 20 евро бы штраф заработал прям на ровном месте. А так, ну, как бы, все осознал, я говорю, ну вот, я уже как бы дворником же вытер, видишь. Он смотрит, как бы, лобовое, это уже все. То есть там, у меня, говорю, там чуть-чуть только осталось. Ну, а как бы, когда я перед ним поворачивал, да, оно было замерзшее прям сильно. Из-за этого они такие хотели, ну, предупредили, по крайней мере. Я говорю, ну, правильно, в принципе, мне было бы, конечно, с другой стороны бы, как сказать, вроде бы как обидно, но сам поленился, видите, почистить лобовое стекло. Я говорю, ну, они вот ездят утречком, проверяют, иногда стоят где-то на перекрестке, смотрят, пристегнуты выезжают люди или нет на работу. Ну, всякое бывает.
И тут получается, на работе я эту историю рассказываю своему непосредственному начальнику. И он говорит, типа, ну я, говорит, себе, говорит, такое, говорит, уже, говорит, 25 лет назад, говорит, приучился стекло чистить, чтобы избегать вот таких штрафов. Я говорю, и что? Он говорит, ну, 20 евро, говорит, сэкономил, типа, да. Я не знаю, я видел когда-то такое в каталоге штрафов. Надо будет посмотреть сейчас, если что, посмотрю, вам вставлю картинку, если найду сейчас в интернете. По-любому в интернете это есть, все открытый в доступе информация, в принципе. Просто вот я еще как на грузовик выучился уже, я уже до этого перестал стекла шкрябать, вот этим всем царапаешь, потому что ты все-таки поверхность стекла, как-никак мелкие царапины остаются, и потом, когда ты едешь в ночное время суток, да, вот эти мелкие царапинки на стекле, они тебя слепят сильно, ну, на зрение давят. Это как бы такой расходник у стекла, да, то есть мелкие царапины так по времени набираются, а тут еще вот ты будешь со своей шкрябовкой, я видел машины после шкрябовок, там стекла, что боковые, что лобовое, ну просто плакать охота, это как бы не мое. То есть у меня есть даже вон бутылочка такой с жидкостью, побрызгал, все. Просто вот сегодня я чуть-чуть поленился. Ну да ладно. Едем домой после работы. Вот такая вот небольшая история сегодня у меня получилась. С утречка приехал зато на работу, бодренький, проснулся, все клево. Настроение такое, полиция, мне прям с полицейским пообщался в 5 утра. Я знаю, у них там как раз так в 5:20 или 5:30 у них смена заканчивается, они возвращаются в участок и, соответственно, пишут документы, все вот эти вот рапорты. В 6 часов выезжает новая смена полицейских. Вот они там ездят с 6 до 2, потом с 2 до 10, с 10 до 6, вот так вот. В 3 смены получается. И вот я сегодня как раз встретил парней полицейских, которые как бы заканчивается у них ночная смена. Обычно, если я на работу, я помню, на работу, если я опаздываю, это я точно уже запомнил. Я еду на работу, и они возвращаются как раз таки в участок. То есть у них смена заканчивается, а я уже... А я только на работу выехал. В первую смену. Такие вот дела. Так что как-то так. Ну, если честно, вот последние 2-3 раза вот так вот столкновения с полицией, в принципе, меня все время обходились, потому что, ну, я признаю свою вину, как бы, и все остается тем, то, что мы как бы мы расходимся просто на предупреждение. То есть я все осознал, я все понял, там, да. Если, конечно, вот встречаются такие, что вот борзеют из-за борзости, они еще получают штраф, то есть без всяких поблажек. Такое тоже и есть. Даже если я помню, вот, когда это было, уже 3 года прошло, когда я на мотоцикле выехал сезон открывать. Да, наверное, еще до короны это был как раз таки месяц. Это я помню хорошо. Вот выехал на магистраль тоже. Ну, не дерзил просто, да. Единственное, что мне вот научил один чувак, говорит, главное, когда тебя полицейские останавливают здесь и спрашивают, знаете, почему вы вас остановили? Нельзя ничего говорить, то есть не знаю, не понимаю, надо лучше так говорить, так аккуратно, да, потому что некоторые, если ты говоришь, типа, да, знаю, типа, я превысил, то есть ты сразу же подтверждаешь свою вину и еще и прямо наперед. Может быть, они за тобой ехали, то, что там ремень ты забыл пристегнуть, то есть, а ты говоришь такой, я превысил, типа, ну ты сам сознался сразу же при 2 полицейских, то есть это 2 должностных лица, 2 чиновника, и против, если там что-то при них двоих ляпнул, то уже все, назад пути нет, как бы, он будет один у другого свидетелем, и уже плохо будет отмазываться как-то, то есть маленький трик в этом всем, если тебя полицейские типа остановили, говорят, спрашивают, говорят, вы, говорит, знаете, почему вас остановили? Нет, ну почему, там, объясните, что я нарушил или не нарушил, ну, что случилось, это и все, вы спрашиваете, что случилось, там, да, и потом уже пускай они тебя разжевывают, и всегда как бы есть у тебя шанс или есть возможность согласиться с тем, что они тебе предъявляют или нет. В основном, конечно, если тебя здесь на тачке догоняют 2 полицейских, у них на 99% включена была видеокамера, и там как бы отмазываться не стоило бы, потому что у них есть запись. Да?
Но просто заранее осознаваться в чем-то, может быть, у них нет толком никакой зацепки, они тебя просто остановили, там, поймать, может, на чем-нибудь. Ты взял, он сознался, там, я там то-то, то-то сделал, да. Ну, то есть надо заранее иногда такие тоненькие нюансы, да. Дай мне мяч! Да, как-то так. Ну что, на улице теплеет. Ура! Скоро отремонтируем автомобиль. Я уже прям жду не дождусь. Погодка получше, по крайней мере, стала. Как-то так. И да, планы на следующей неделе не меняются. На следующей неделе все перевернется. С утра уже будут видосики ближе к обеду. То есть утром буду что-то записывать, потому что у меня наконец-таки смена поменяется на работе. Да. А если все нормально будет, еще можно будет еще потом ночью в спортзал заехать. Но это все будет потом. Как-то так. И едем. Давно его уже открывали, все разогревал уже, все нормально, комфорт, все работает. Потом еще включу его, нагреется, почистить надо будет. Ну и все. Через 5 часов будем жарить мясо. Такие вот дела. Мясо замариновано, колбаски растают. Так что продолжение следует. Завтра покажу утром. Да, завтра утром покажу. Я сегодня запишу пару минут. Завтра утром покажу, что сегодня вечером было вкусного. Ну и шорт покажу тоже.